Всем привет, меня зовут Алла, и сегодня мы будем собирать гигантский елочный шарик с сюрпризом внутри. Здесь прячется каток с рождественской елкой, подарками и пингвинами в теплых шапках. И каток этот крутится сам. Но это еще не все. Под катком скрывается довольно вместительное отделение для конфет или для подарочков. И прежде чем мы начнем сборку, я хочу напомнить, что все мои макеты подходят для плоттеров Silhouette, Brother и Cricut. Купить мои макеты можно, написав мне по электронной почте или в директ в инстаграме. Все мои контакты я оставлю внизу в описании под этим видео. Ну что же, давайте все быстренько вырежем и приступим. Предлагаю начать с нижней части шара, а точнее его внешнего контура. Я слегка загибаю зубчики внутрь, просто чтобы лучше видеть линию сгиба и ощущать ее пальцами. Не наносите клей слишком близко к линии сгиба. Красная бумага очень капризна, и на ней видны мельчайшие вылезшие капельки. Но самое важное в этом процессе – склеить детали четко по пунктирной линии. Особенно тщательно следите за началом этой линии и концом. Детали не должны в этих местах как бы разъезжаться. От этого зависит не только качество вашей работы, но и в целом совпадение всех деталей. Полоски я сначала склеиваю по 6 штук, а потом соединяю. Сначала склеиваю одну сторону и даю ей хорошенько высохнуть, а потом соединяю уже вторую. Вот такая аккуратная и ровная полусфера должна получиться. Теперь нам нужно собрать похожую полусферу, крышку шарика. Детали склеиваем по тому же принципу, сначала группируя их по 6 штук, а затем соединяя. Теперь две полусферы нам нужно соединить друг с другом. Для этого выступающую часть на крышке мы приклеиваем к специальному месту на нижней части шарика. Делайте это так, чтобы не задеть корешок, он должен оставаться свободным, не приклеенным. Теперь конструкцию переворачиваем и монтируем дно. И займемся внутренним наполнением нижней части шарика. Сначала склеим из двух полосок отсек для подарочков. Я сначала согнула все линии сгиба в одну сторону, а потом поняла, что так неправильно. Эти полоски нужно склеить так, чтобы ушки остались снаружи, чтобы их изнутри не было видно. Теперь загибаем держатели с любой стороны конструкции и вставляем внутрь дно. Над этой конструкцией будет располагаться еще одна, похожая на цветочек. Ушки у ее секторов настолько узкие, что их почти невозможно загнуть, но это нам и не нужно. Просто склейте сегменты друг с другом, ориентируясь четко на пунктирную линию. Крышку к этой конструкции лучше приклеивать в закрытом состоянии. Полукруглую закрывашку просто вставьте в отверстие, а ушко с другой стороны приклейте изнутри. Теперь наш сложный цветочек нужно закрепить на основании. И вот это уже нужно делать с открытой крышкой, чтобы она случайно внутри не приклеилась. Чтобы цветочек качественно прижался к основанию, помогайте прижимать его изнутри. Теперь на внешних ушках нам нужно закрепить ободок. Пока клей не до конца высох, потихоньку выравнивайте все грани. Теперь, чтобы крышка плотно прилегала к основанию, нам нужно смонтировать магниты. На ободке есть пунктирные кружочки, и туда с изнанки я капаю клеем и закрепляю магнитики. Держатель на ободке я загибаю внутрь и приклеиваю его к внутренней стороне нижней части шарика. Я думаю, не стоит вам напоминать, что это сделать лучше очень ровно. И опять же не задеть корешок. Теперь наносим клей на держатели по окружности и на дно. И соединяем эти части. Пока склейка свежая, постарайтесь аккуратно вывести в один уровень все уголки. И соберем коробочку для механизма. Здесь проследите за тем, чтобы ушки были приклеены снаружи. Нам нужно, чтобы внутри коробочки для механизма не было никаких препятствий. Теперь соберем подиум, который будет располагаться внутри коробочки.
Сначала соединим тонкие полосочки, а затем к их ушкам приклеим основные грани. На крышке есть пунктирная линия, которая обозначает место для монтажа нашей коробочки. Теперь давайте займемся внутренней частью крышки. Но теперь полоски мы будем склеивать зубчиками не внутрь, а наружу. То есть полоски мы будем сгибать не от себя, а на себя. Здесь я также рекомендую собирать их сначала по 6, а потом склеивать две половинки вместе. Поставим заглушку, и можно будет монтировать ободок. Получившуюся конструкцию приклеиваем за держатель к крышке. Дайте клею высохнуть и закройте крышку, чтобы примерить магниты. Выровняйте две части шара по краям, а магниты сами найдут нужное место. При этом, чтобы они не выпирали под ободком, нам нужно кое-что покромсать. Вырежьте кусочки на соответствующих ушках, оставляя некоторое расстояние до линии сгиба. Я решила не проектировать эти вырезы в макете просто для того, чтобы вы не путались при склейке сферы. Это реально проще сделать ножницами. Ну все, теперь две части крышки соединяем друг с другом и переходим к самому ответственному моменту. Каток у нас приводит в движение обычный часовой механизм и секундная стрелка. От этой стрелки нам нужно оторвать, собственно, сами стрелки и оставить сам штырек, промазать его клеем и вставить в основу катка. Не торопитесь, все хорошо подержите, сделать это нужно очень качественно. Плотно закрепляем штырек на механизме и переходим к главным украшениям. Промазываем торцы елочек клеем и склеиваем их друг с другом. Теперь ушки елки нужно продеть в отверстие на катке и закрепить их с обратной стороны. Вам будет немного мешать механизм, но нужно как-то приловчиться. И наконец мы можем собрать наших главных героев – пингвинчиков. Постарайтесь использовать максимально легкую бумагу для всех элементов, которые будут располагаться на катке. Стандартный часовой механизм просто не способен выдерживать большую нагрузку. Поэтому, если вы хотите добавить какие-то детали от себя, сначала попробуйте на включенной конструкции, а потом приклеивайте. На все элементы, включенные в макет, мощности механизма хватает. Кстати, покупайте механизм только со съемным держателем. Другой не влезет в нашу коробочку. Когда пингвины займут свои места, каток можно установить на основание и заняться мини-коробочками. У меня всего получилось, кажется, 11 подарочков разных размеров и цветов. Не обязательно делать точно так же, вы можете вырезать свою комбинацию. Для бантиков я рекомендую использовать наиболее тонкую бумагу. Она лучше гнется и оставляет меньше заломов. Подарочки я рекомендую сначала просто распределить на вращающемся катке, не приклеивая их. Если при такой нагрузке и таком расположении коробочек механизм продолжает работать и его не перекашивает сильно в одну сторону, тогда подарочки можно будет закрепить. Теперь давайте займемся держателем для нашего гигантского шарика. Само колечко состоит из довольно тонких деталей. Здесь маленькие зубчики, маленькие ушки, поэтому вам потребуется терпение. Но именно от этого элемента зависит эффект всей работы. В труднодоступных местах помогайте себе каким-нибудь тонким предметом. Теперь нам осталось смонтировать заглушку и закрепить колечко на основании, продев ушки в отверстие. Приклеим их с обратной стороны, и теперь всю конструкцию мы закрепим на шаре. Мне нравится, как шарик выглядит и без всяких украшений, но я все-таки решила дополнить его снежным узором. Он состоит из двух рядов резных сегментов.
Оставляйте неприклеенной нижнюю часть первого ряда, чтобы туда можно было подсунуть второй ряд украшений. Ну что, наша рождественская деревня готова. И она, по-моему, совершенно волшебная. Вечером там зажгутся огоньки, и картинка сложится окончательно. Друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!